Всем привет! Сегодня я покажу вам, как сделать красивый фонарик для украшения вашего интерьера, как на праздник, так и в обычные будние дни. Значит, для начала мы сделаем трафарет наших боковых стеночек на бумаге, начертим, берем линейку, карандаш и измеряем. Значит, ширина наших стеночек будет 13 сантиметров, а высота 15,5. Этот квадрат, вернее даже прямоугольник, будет нашим трафаретом, по которому мы будем обводить уже на картоне. Теперь будем вырезать наши прямоугольники. Это будут стеночки нашего будущего фонарика. Что будем делать дальше? Затем отступаем сантиметр и 8 миллиметров. Аккуратненько начертить. И рисуем. Вот такую рамочку. Теперь эти квадраты мы опять вырезаем серединку. Вот у нас готово 4 стороны нашего фонарика. Теперь мы будем вырезать из картона полоску сантиметр. Так, сейчас скажу сколько. Шириной примерно 1 сантиметр. Можно чуть меньше, 8 миллиметров. Теперь мы наши полосочки будем приклеивать. Клей ПВА.
3 стеночки у нас будут вот с таким объемным рисунком, а 4-е мы оставляем без этого объемного рисунка, а его делаем отдельно, склеиваем. Получилась вот такая рамочка отдельно. Мы ее пока откладываем в сторону и будем собирать наш фонарик. Вот такой получился у нас заготовка фонарика. Теперь я беру веточки дерева, заранее приготовленные, и примеряя их, я буду приклеивать вот сюда между нашими рамочками. Единственное, что одну будем целую, а одну будем делить пополам. Вот такой подсвечник у нас получился. Одна дверка у нас на данный момент находится отдельно. Сейчас мы будем вырезать из картона дно для нашего фонарика и крышечку. Измеряем размер. Значит, у нас ширина нашего прямоугольника 15 сантиметров. Другая сторона 16 сантиметров. 16. Я вырезала 5 квадратиков. Теперь мне надо склеить 2 квадрата и 3 квадрата, все квадратики друг на дружку. Сейчас будем приклеивать дно нашего фонарика. Теперь то же самое делаем сверху. Теперь мы будем делать на крышу еще один слой картона. Берем картон.
нам нужно будет 3 квадрата, 12 на 11,6 сантиметров. Вот отмеряем 11,6 и 12 сантиметров и вырезаем. Теперь делаем еще одну последнюю крышечку. Шириной она у нас будет 6,5 сантиметров на 5 сантиметров. 6,5 на 5 сантиметров. Вот такой фонарик у нас получился, но это еще не все. Теперь нам надо сделать веревочку, за которую мы его будем держать. В работе своей мы будем использовать вот такой канат. Примеряем. Так, примерно обрезаем. Чтобы наши ручки не было видно, мы сделаем еще один вот такой квадратик. Пять на 6,5. Измеряем примерно ширину каната. И вырезаем две полоски. Приклеиваем полосочки. И сверху приклеиваем еще один квадрат. Вот такой у нас получился фонарик. Сейчас мы его будем декорировать. Берем бумажную салфетку белого цвета и будем ее приклеивать по всему фонарику, для того чтобы закрыть вот наши некрасивые стыки картона, которые на картоне однозначно будут. Вот такой у нас фонарик получился, уже полностью обклеила его салфеточками. И теперь я не забыла про эту дверку совсем.
Как же ее мы будем крепить? А крепить мы будем ее таким образом. У меня есть вот такая магнитная, как сказать, такой магнитный прямоугольничек. Я из него вырежу полосочки, где-то 5 миллиметров толщиной, 2 полоски. А еще у меня есть вот такие полосочки. Получается, что одни к другим магнитятся вот таким образом. Одни я приклею к нашему фонарику, полосочки вот эти, а другие я приклею на саму дверку. Все, теперь все, салфетка подсохла, мы теперь приступаем к окрашиванию нашего фонарика. Теперь я хочу наш фонарик немножко, как сказать, придать ему элемент состаривания. Я разложу черную с белой краской. Совсем черную не хочу, будет, мне кажется, слишком уж контрастно. Ну вот, теперь точно наш фонарик готов. Вот вид сверху. И если вы хотите его поставить под елочку или в интерьер куда-нибудь, то можно его украсить. Вот веточку зеленую я покрыла снегом искусственным. И вот так украсить веточкой, ягодками. Получится вот такая красота. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите обязательно комментарии. Пока!